Сегодня, 5 июня, состоится первый в истории финал мини-сериала. Лидер главной тройки Дарина Сибуль для участия в финальной игре пригласила тройку Анастасии Шутовой, учитель Александр Мосягин, бизнес-консультант Артемий Анцупов и обладательница «Хрустальной совы» Анастасия Шутова. О главных ролях сегодня маркетолог Диана Агейченкова, учитель Павел Журавлев и лидер главной тройки, аналитик Дарина Сибуль. Против двух троек знатоков сегодня играют Ирина Крицкая, Нижний Тагил, Николай Сущенко, Карабулак, Геннадий Федоров, Санкт-Петербург, Никита Жуковский, Черноголовка, Сектор Блиц, Александр Андреев, Екатеринбург, Наталья Сухорукова, Мытищи, Михаил Алтухов, Пески, Сектор Суперблиц, Лали Алибалаева, Белиджи, Игорь Крючков, Аликанте, Татьяна Медведева, Саратов. 13-й сектор. Мини-сериал Дарины Сибуль. Финал. Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Госпожа Сибуль, добрый вечер. Добрый вечер. Вашей тройке удалось выиграть 2 игры и дойти до финала. Первая игра была как американские горки. Вместе с тройкой Дарьи Любинской вам удалось отыграться со счета 3-5. Во второй игре была уверенная победа 6-3. Дарина, скажите, вы поэтому выбрали тройку Анастасии Шутовой? На самом деле мы монетку подбросили. Ну, я надеюсь, что это было не так. А в прошлой игре вам удалось сэкономить 1 минуту на размышление, и сегодня вы можете ею воспользоваться. Дарин, мне кажется, вы очень волнуетесь. Сбросьте, играйте, получайте удовольствие. Это ж шутка ли? Вот, тем более, сейчас вы можете передохнуть. Суперблиц. 3 вопроса по 20 секунд размышлений на каждый. Играет один знаток. В экспериментальной серии Суперблиц может играть только представитель главной тройки. Кто же останется за столом? Будет получать удовольствие Павел Журавлев. Павел Журавлев, знаменитый специалист по суперблицам. Чтобы одержать победу, Павел должен ответить на 3 вопроса подряд. Сегодня вас ждут 3 вопроса от Тиграна Бабаяна из Еревана. Господин Галачан, помните, в зимней серии все суперблицы были от одного телезрителя. И вот от Тиграна Бабаяна был как раз тогда, когда играла ваша команда. Послушаем. Послушаем. Внимание, вопрос первый. Бразильский архитектор Филиппе де Кастро придумывает эскизы уникальных зданий, вдохновляясь самыми обычными предметами. Тигран интересуется. Павел, что вдохновило архитектора на такое здание? Ну, я надеюсь, меня мои глаза не обманывают. Его вдохновил кубик Рубика. На это здание архитектора вдохновил, посмотрите. Сейчас нам покажут. Кубик Рубика. Господин Галачан, ну вас сложно спрашивать, потому что Меня вы сложно находитесь с другой стороны. Ничего не вижу вообще. Господин Журавлев, вы-то знаете, что керн – это проба, извлекаемая при бурении. Просто, может быть, кто-то из телезрителей не знает. Господин Журавлев, посмотрите на ледяной керн из Антарктиды. Тигран Бабаян интересуется, о чем свидетельствует темное кольцо в нижней части керна.
Итак, прошу. Немного вариантов, господин ведущий. Ну, расскажите, что происходило. Но я предположу, да, обычно более темные кольца, они соответствуют более теплым эпохам, когда таяло все и, естественно, какие-то более мелкие частицы накапливались. Но мне кажется, все-таки есть у меня предположение, что, может быть, оно свидетельствует, в данном случае, может быть, это знаменитые керны Востока, и, может быть, оно свидетельствует о наличии жизни подледной. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы начали в правильную сторону, а закончили в другую. Темная полоса – это след от извержения вулкана, которое произошло более 20 тысяч лет назад. Господин Галачан, вы бы ответили, да? Ну, вроде да. Даже не глядя на картинку. Ну, нет, эту я... Мастер. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Тигран Бабаян. Интересы знатоков в этом сезоне защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. В первой игре мы с вами говорили о том, что экспериментальная серия – это уникальная возможность наблюдать за рождением новой команды. Но по ходу казалось, что 3 победы подряд – задача неподъемная. И вот остался один шаг. Какой шаг? Шаг бессмертия, если, конечно, станут чемпионами в первой в истории клуба экспериментальной серии. Но на самом деле, господин ведущий, вот вы когда так переживаете за знатоков, что они все не могут дойти до финала, я думаю, что вы в вашей киновселенной, а вы же создаете киновселенную, вы же снимаете сериал, превращаетесь в такого, знаете, кинозлодея, который в конце Стэнли Кубрик, слышали да. такое? Возможно, да. Вы превращаетесь в кинозлодея, который в конце раскаивается. Ну, то есть вы придумали все испытания, проводите жизнь знатоков, значит, придумали русскую рулетку с этими тройками в конце. Ай-яй-яй, как же так нехорошо, что знатоки все до финала дойти не могут. Но на самом деле понятно, что и меч куется в горне, и команды проходят через ряд испытаний. Кажется, что вы снимаете героический эпос. 12 подвигов Геракла и 3 подвига Дарины Сибули. Я бы такой бы смотрел. Благодарю, Андрей. Второй раунд. Госпожа Агейченкова, все-таки выбор приглашенной тройки на финальную игру вопрос крайне важный. Ведь при удачном исходе финала вы станете командой. Скажите, Дарина с вами советовалась, кого выбрать, или все делала самостоятельно? Мне кажется, мы час шли по Москве и обсуждали это. Примерно так было. Советовалась. Ну и, безусловно, важный вопрос – это благосклонность Волчка. Ведь мы с вами теперь точно знаем, что если бы на первой игре выпал вопрос с Репиным, то и второй не было бы. А сейчас Саратов. Против вас играет не кто-нибудь, а обладательница бриллиантовой совы, академик Академии телезрителей игры «Что, где, когда», преподаватель Татьяна Медведева из Саратова. Госпожа Гейченкова, вы ведь еще ни разу не играли против Татьяны Медведевой. Страшновато? Есть такое. Диана, недалеко от центра Акапулько есть популярное туристическое место – ущелье Ла-Кебрада. Рядом с этим местом есть скала, где на высоте 35 метров сделаны 2 небольшие ниши. Посмотрите на экран. В нишах установлены статуи Девы Марии. Несколько раз в день сюда приходят люди, владеющие определенным мастерством. Внимание, вопрос. Что это за мастерство? Благодаря кому это место стало столь популярным?
Ну, скалолазы, это Кого мы знаем кого? Это не очень Ребят, почему их две? Там выбор полный ребенок. как будто черные и белые, ребят. А шахматисты? Черные и белые, смотри. Черные и белые интересно шахматисты. Что стало у шахматистов популярным, если это день и ночь, какое-то такое деление. А навыки, мастерство. А могут как-то петь, там акустика какая-то? Пение хорошо. А какой-то известный. Сначала про ущелье сказали тогда, да? Смотри, там можно спокойно добраться, там ступеньки есть лестница. Может быть, художник, Несколько раз петь, что это значит? Подавать сигнал, звонари, может быть, какие-то. Смысл в одном и том же месте Отмечать. Рисуют, что-то в фотографируют. одном и том же месте. Ну, звонари. Почему несколько раз в день? Ты не играешь, как чем заняться вчера? Чего мастерство? Колокола. Что минута есть. Колокол ты с собой не Кроме притащишь. шахмат. Ну, вдруг он там есть. Но это клуб какой-то Почему приносит. место стало таким популярным? Итак, кто будет отвечать? Кажется, нам она еще понадобится. Ответит Александр Мосягин. Александр, прошу вас. Господин ведущий, давайте предположим, что речь идет о певцах. Предположим, что там очень хорошая акустика, и люди там поют. Это очень красиво. А при чем здесь центр Акапулько? Акапулько, вы же географ, знаете, что это... Что за место Акапулько? Ну, это, я так понимаю, это курортное место в Мексике, если не Да. ошибаюсь. А если на высоте 35 метров курортное место, то внизу что? Ну, наверное, пляж какой-то. Смотровая площадка. В зале есть какие-то версии еще? идея. Да, прошу, господин Пташов. Господин Друзь. Как приятно, что мою идею озвучивает Макс. Нет, Александр, можно чуть побыстрее? Можно Я понимаю, что вы можно медленно чуть говорите. побыстрее. Можно чуть побыстрее. Прыжки в воду. Господин Мосягин, скалолазы — это в одну сторону. Скалолазы в одну. А здесь на высоте 35 метров. Внимание, правильный ответ. Акапулько — популярный морской курорт. Молитву Деве Марии произносят, внимание на экран, ныряльщики перед прыжком молятся Деве Марии. Прыжки в этом месте — огромный риск. Полоска воды очень узкая, а глубина бухты всего 5 метров. Это зрелище и привлекает туристов со всего мира. Господин Друзь, а почему вы помощь не предложили? Вы не хотите, чтобы они выигрывали? Я очень хочу, чтобы они выиграли, но пока рановато. То есть вы еще так распределяете силы свои. Да. 2-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Татьяна Медведева из Саратова. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, наконец-то дожили мы с вами до первого финала экспериментальной серии. Алексей, теперь ваша душенька довольна? Более чем. И у меня на это аж 3 причины. Первая причина в том, что уставшие игроки, уставшие знатоки, потому что это 3-я игра для основной тройки, 2-я игра подряд для второй тройки. И, честно говоря, выиграть вот столько игр подряд, мне кажется, это очень тяжело. Поэтому шансы телезрителей увеличиваются. Это раз. 2. Сегодня играют против знатоков такие опытные игроки и телезрители, как Татьяна Медведева, академик, и Николай Сущенко. Очень рад был его видеть его вопрос на столе. И 3, самое главное, сегодня я в компании прекрасных академиков двух. Алексей, действительно, сегодня в нашем зале впервые в ранге академиков обладатели бриллиантовой совы 2025 года Денис Мухамедов из Всеволожска и Денис Володин, поселок Базарный Сызган. 2 Дениса. Денис Володин, почему вы такой растерянный? Вы за знатоков болеете, что ли? Я болею за красивую игру, господин. Пока ничего? Прекрасно. 3-й раунд. Госпожа Шутова, вы играли в финале 2025 года, и на вас в том числе лежит ответственность за то, что академики у нас расплодились. Вы чувствуете какую-то ответственность свою? Пока нет, господин ведущий, не думал об этом. Кстати, Анастасия, сегодня на столе 2 вопроса, которые не выпали в финале года. Да и вообще 5 секторов напротив вас, Анастасия, от Блица до Суперблица включительно, это все вопросы, не сыгравшие в зимней серии.
Анастасия, поговорите немножко, почему-то вас плохо слышно. Потому что я пока молчу, господин ведущий. Но когда вы молчите, вас не слышно. Черноголовка. Против вас играет программист Никита Жуковский из Черноголовки. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Недавно у нас в Черноголовке появилась необычная инсталляция из нескольких объектов. Сейчас я нахожусь рядом с главным из них, но вы его не видите. Еще несколько объектов находятся совсем неподалеку отсюда, а последний аж в 3 километрах. Уважаемые знатоки, назовите главный объект этой инсталляции. Солнце. Я все, абсолютно все поняла. Хорошо, в Черноголовке занимаются физикой. Это может быть что-нибудь там кристаллы? Модель атома, например. Да не понятно, что Ядро. Подожди, у тебя несколько рядом, и они очень далеко. Относительно близко. Они равно удалены. Окей, хорошо. Что еще? А в Солнечной системе есть такой диспаритет? Да, что, есть. типа, Очень непропорционально. Черноголовка, что еще там? Это Подмосковье, да, относительно? Подождите, настолько сильный, что все рядом, Да, это... может, это карта какая-нибудь России, какой-нибудь там, вот это Москва, да, а Калининград где-то очень далеко. Несколько объектов, городов. Да, хорошо. Города Москвы. Москва главный, а Хабаровск, не забудем. Ну тогда это слишком несколько. Вроде бы это надо как-то вместе делать. Страна тысячи были города. Ну и там не такой порядок расстояния. Назвать главный объект. Даже если по субъектам там больше будет. Ну, Несколько, да, там... ну просто это первое, что пришло в голову, но может быть солнце. Прошу, кто отвечает? Ответит Александр Мосягин. Прошу. Господин ведущий, давайте предположим, что главный объект этой инсталляции — это Солнце. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Мосягин, эта инсталляция – своеобразная модель в масштабе 1 к 1,5 миллиардам. Ее главный объект, посмотрите на экран, Солнце. Арт-объекты планеты Солнечной системы. Поэтому самое дальнее, Нептун, находится аж в 3 километрах. 2-1. Александр Мосягин сокращает разрыв в счете, потому что 0-3 было бы тяжело. А так, попроще. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете прислать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. Господин Журавлев, предыдущая игра ваших троек произвела на меня впечатление. Причем взаимодействовали представители разных троек. Например, Анастасия с Дианой взяли на пару выживки. Вы с Артемием Ансуповым лыжников. Павел, на ваш взгляд, это случайность или какая-то магия в вашем коллективе прослеживается? Это и магия, и химия, и в том числе результат работы, которую мы проделываем перед игрой. Павел, скажите, а почему с лыжниками получилось, а с прыгунами нет? Это все-таки госпожа Медведева. Посмотрим. А у нее тоже есть своя магия. Билли Джи. Против вас играет учитель Лале Алибалаева, поселок Билли Джи, Дагестан. Госпожа Сибуль, скажите, вы хорошо разбираетесь в русской живописи? Я думаю, средняя. Чуть-чуть. Это хорошо. Внимание, Коровин, Брюлов и Маковский. Перед вами картины 3 художников, хотя этот ряд можно было бы и продолжить. Картины эти объединяет то, что они малоизвестны широкой публике и хранятся в небольших музеях и частных коллекциях. Женицы Коровина и вид замка Брюлова в частных коллекциях, а вид на город Маковского в Томском областном художественном музее. Внимание, вопрос. А что еще связывает эти картины?
Ну, вот это Ватикан, например, замок ангела. Это первые их работы, еще неизвестные. Это да, самые первые, которые... Смотри. А Брюлов, Они он могли очень кому-то сильно раньше, подарить. они могли быть в один год написаны, нет? Это, ребят, это Рим. да? Это Ватикан буквально, замок ангела. Слушайте, а может они не с натуры написаны? Может, все вот с вот- фотографии? когда там- Нет, не было, наверное, фотографий. Может, А они подожди, а там при чем были здесь то, когда-то? что они неизвестны? Смотри, ряд Без можно автографа. Почему нам сказали, где они находятся, Они могли ребята? под псевдонимами Это писать. могут быть подделки, например. Смотри, Не мы Тогда бы они не были... Они все не подписаны, Да, по мы знаем, что ощущениям. их сложно увидеть. Они не условно не в Третьяковке, там, не в Эрмитаже, нигде. Они где-то Их в частных нету в коллекциях, их, учебниках. может быть, по каким-то поводам достают, я не Им знаю. можно их еще... Можно продолжить этот ряд. Да, то есть... Следующий ряд можно продолжить. А это Там есть передвижники картины. какие-нибудь. Ну, Брюлов сильно же раньше, да, чем эти двое? Нам дали почему важно, что они известные картины. Почему важно, где они хранятся? Я не очень понимаю. Они были Потому что куплены, они не проданы, украдены. Уже после смерти их Что менять интерпретировали, не картины? знали, Да. что И это. можно продолжить ряд, как Может быть, картины, которые мы может быть, знаем? это Или... утро какое-нибудь. Да, спасибо. Быстрее. Мы хотим воспользоваться помощью клуба. Помощь клуба — это когда вы говорите, а не когда из зала кричат. Прошу, Дарина. Нет, ну капитан должен сразу сказать. Господин Друзь, не спорьте со мной, а то я сейчас Я не спорю с вами, объясняю Козлову. Итак, госпожа Сибуль, вы хотите взять Да, помощь помощь клуба. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд. С выставки Мусорского. А однофамильцы не могут быть эти? Картинки, Еще мы можно выставка, картинки с выставки. Во много разных выставок рассказали. Ну, есть произведение Мусорского, симфонические сцены, картинки с выставки. Вот они Наверное, вот, иллюстрируют. а каждый, у него много там кусочков, каждый кусочек по одной из картин. Итак, кто будет отвечать? Ответит Анастасия Шутова. Прошу вас, Анастасия. Господин Дыщев, могли бы, пожалуйста, повторить вопрос? Он длинный был. Да, перед вами картины 3 художников, хотя этот ряд можно было продолжить. Картины объединяют то, что они малоизвестны широкой публике и хранятся в небольших музеях. Дальше говорите, Жница, Коровина и вид замка Брюлова в частных коллекциях, вид на город Маковского в Томском областном художественном музее. Что еще связывает эти картины? Так, что еще связывает эти картины? Предположим, что... Ну, как нам подсказал клуб, что они являются иллюстрациями картинки с выставки. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Друзь, ну, честно говоря, лучше бы вы помогли с прыгунами, чем Михаил Мун, который любит всякие завиральные идеи, с этим. Госпожа Шутова, Да, господин. а вы опытный знаток. Вы обратили внимание, что я ни разу не назвал имен художников? Не обратили? Обратила, просто показалось, Картину что похоже. «Жницы», и слово было «связывает». Какие вы связи знаете? Однофамильцы, видимо, написали. Нет, связывает. То есть в смысле роднит. Родни. Картину «Жницы» написал Сергей Коровин, а не Константин. Вид замка не Карл Брюлов, а Александр. Потише в зале. А вид на город — это картина Николая Маковского, а не Константина. Еще Васнецовых можно было бы сюда присовокупить. Все эти картины, господин Мун, связывают, что их авторы — родные братья знаменитых художников. Поэтому и картины в частных собраниях и небольших музеях. 3-1. 3-1 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Лали Алибалаева, поселок Билиджи. 5-й раунд. Господин Мосягин, ну давайте попробуем проанализировать, чего вам не хватило вот в этом вопросе. Нам не хватило понять, почему картины известных мастеров неизвестные. Ну, видимо, так не может быть, значит, это не мастера. Наверное, как-то так. Задним умом я бы построил обсуждение так. И мне кажется, что вы на слово «связывает» не обратили внимания, да? А потом, мне кажется, еще один момент. Раз этот ряд можно продолжить, то, скорее всего, дело не в том, что написано на картинах. Потому что тогда слишком
многие картины должны были бы быть связанными. Пожалуй. Итак, Екатеринбург. Против вас играет кандидат экономических наук Александр Андреев из Екатеринбурга. Госпожа Шутова, вот этот вопрос не выпал зимой дважды. Один раз на игре Андрея Козлова, а затем у вас в финале года. Прекрасно. Это можно встретить на картинах многих художников 17-19 веков. Например, у Рембрандта. В разные периоды это изображение было символом и радости, и мечтаний, и беззаботного детства, и быстротечности жизни. Внимание, вопрос. Через 1 минуту вы скажете, что это, а распорядитель Александр вам продемонстрирует. Ребята, это очень похоже на мыльный пузырь. Вот это ванитас, это все протечет, это вот, песочные хорошо, череп, и это можно продемонстрировать. Хорошо, песочные часы тоже можно продемонстрировать. Например, но с детства, да? Я готова сачок ловить бабу. Я тоже про него подумала. Цветок какой-нибудь Какая-то или фрукт. яркая одежда, допустим. Понимаете, сачок нам просто покажут, не продемонстрируют. Если Хорошо. цветы можно продемонстрировать? Это живопись, Можно показать, ну, это живопись ванитас, да? Слушай, а вот всё это какие-то там пройдет. гниющие Это вообще фрукты, довольно да, вот приятная живая история, да. природа, фрукты, овощи. А может быть, бабочка какая-нибудь? Да, конечно. Были, были, Да-да-да, 100% были. Изображение. Это изображение. Что можно изобразить? Что еще? Радость, Это мечтание, можно нарисовать. детство. Какая-то какое-то лакомство. Ребят, а вот метаморфоза бабочка какая-то, вот она только гусеница, уже бабочка, да, и это довольно Нравится, яркое детство. быстротечность. Игрушка, Ну, на юла быстротечность похоже, какая-то. конечно, что-то Вращение юлы, Волчок пошутить, какой-то. например. Наш. 19, наверное, Выйти и показать вращение волчка. В 17 веке Итак, кто будет отвечать? Александр Мосягин. Александр Мосягин, прошу вас. Господин ведущий, давайте предположим, что изображен там мыльный пузырь, и господин распорядитель сейчас продемонстрирует нам мыльный пузырь. Господин Мун, а у вас есть версия? Мосягин правильно говорил, бабочка, конечно. Бабочка все. Да ладно. Тишина. Господа, что-то сегодня, господин Друзь, вы вообще вступаете в споры. Молчу, как ребенок. Через весь зал. Да, господин Мун. Символом и радости, и мечтаний, но и быстротечности жизни это, посмотрите на экран, мыльные пузыри. Что-то у нашего распорядителя не очень сегодня с пузырями. Вот. 3-2. 3-2 пока в пользу телезрителей. Александр Мосягин еще одно очко приносит для своей команды. Уважаемые академики, господин Володин, расскажите, вот вы, сейчас идет 7-я игра экспериментальной серии. Какое у вас впечатление от самой серии? Мне очень нравится, господин ведущий, в том плане, что это ново, это новый опыт и для знатоков, и для телезрителей. И вообще посмотреть новые комбинации, сочетания потенциально тех команд, против которых нам еще играть и играть. Да, Денис? Господин Мухамедов, Денис, говорят, что раз нет команд в экспериментальной серии, значит нет сыгранности, а значит телезрителям проще выигрывать. Вы согласны? Ну, мне кажется, что как раз экспериментальная серия и должна это показать, или подтвердить, или же опровергнуть. То есть, насколько... Ну а пока, как вам кажется? Ну, пока действительно сыгранности не хватает знатокам. Ну, если в ней, собственно, дело, а не в самих знатоках. Вы считаете, что в экспериментальной серии играют хуже, чем в зимней серии прошлого года? Хуже, чем в зимней серии прошлого года, господин ведущий, боюсь, что играть уже нельзя. 6-й раунд. Господин Ансупов, для вас, как и для Павла Журавлева, сегодня первый в жизни финал. Скажите, вы к нему как-то по-особенному готовились? Нет, не по-особенному. Очень старался выспаться, разве что только.
Артемий, ну, может быть, что-то позволили себе лишнего? Поспать днем. Там сладкое, тортик, там ничего там, глюкоза. Ничего. Я себя в этом обычно не ограничиваю, так что... Скажите, а Марина Анцупова из Москвы вас как-то по-особенному напутствовала сегодня? Нет, как обычно, она меня каждый раз отправляет на игру с добрыми словами и напутствием. Аликанте. Против вас играет врач Игорь Крючков, город Аликанте, Испания. Господин Мосягин, ну вот тут вам надо проявить себя. Ну не только вам, а всем. Послушайте. На одной из лекций по русской литературе Владимир Набоков объяснял иностранным студентам, что в русском языке это слово в некоторых выражениях используется и как мера времени, когда говорят о каком-то грядущем, более или менее опасном событии, и как напоминание о чем-то, и в качестве мерила неудачи или успеха. Давайте я вам повторю. Госпожа Шутова, вы все записали? Пока нет. Объяснял иностранным студентам, что в русском языке это слово в некоторых выражениях используется и как мера времени, когда говорят о каком-то грядущем, более или менее опасном событии, и как напоминание о чем-то, и в качестве мерила неудачи или успеха. Записали? Внимание, вопрос. О чем говорил Владимир Набоков и кому была посвящена эта лекция? То есть, наверное, есть произведение, наверное, которое так Авось там называется. какой-нибудь. Кто виноват, что делать? Накануне, например. Авось? Дни, Нет, ну это не напоминание. День, один день. Да, напоминание. Надо, чтобы мы придумали об этом, кому посвящена. Ну там Гоголь, Пушкин, например. Гоголь, Пушкин, Лермонтов. Выстрел, дуэль, там... Неудача и успех тоже. Как-то после дождичка в четверг. Может, пословица Островского, может быть, какого-нибудь там. Там, когда рак на горе свистнет. В будущем опасное событие. Типа рок какой-нибудь. Пока не типа скоро. Пока рак на горе свистнет. Это слово, это одно слово. И оно связано с каким-то нашим литератором. Типа тоска, авось, Гоголем. чисто русские слова, непереводимые какие-нибудь. Но кому посвящена? Гоголь, что-нибудь еще. Есть минута. Кто писал про наше русское авось, вот это вот? Ну, Гоголь, наверное, Гончаров, наверное. Тройка Русь. Достоевский, может быть, какой-нибудь про русскую душу. Я думаю, надо покрутить. Господин ведущий, мы бы хотели воспользоваться сэкономленной в прошлой игре минутой. У вас есть сэкономленная минута. На сложный вопрос вы ее тратите. Мне кажется, что у вас как раз с прыгунами было бы больше шансов, когда вы сказали, что еще рано. Но я ценю ваше стремление. Итак, в одной из лекций по русской литературе Владимир Набоков объяснял иностранным студентам, что в русском языке это слово в некоторых выражениях используется и как мера времени, когда говорят о каком-то грядущем, более или менее опасном событии, и как напоминание о чем-то, и в качестве мерила неудачи или успеха. О чем говорил Набоков и кому была посвящена эта лекция? Может, как пан или пропал, что-то такое? Вот что значит мерила? Мера времени. Или грудь, там есть, или голова в кустах, или грудь в крестах. А время, вот, время какое? Не дай бог. Потом. Неудача или успех. Соль. Может, наоборот, сейчас. Пуд соли, например, это мерило времени, типа, что не до опасного события, ладно. Достичь на дно, как На дне. Неудача или успех. Повезло или не повезло. Вытянуть или не вытянуть. Бог бы с ним. Выиграть или не выиграть. Слово Бог, и неудача, и успех. То есть одинаково равноценное какое-то. Может, какое-то междометие есть. Ну да, что-то такое. Когда что-то случится неприятное, относительно опасное, вот перекреститься как-нибудь, перекрестился, мерила, А у Островского как замудренное успех, не название. успех. Так, последние 10 секунд у нас. Напоминание о чем-то.
Ну, авось не может быть мерилом времени? Как будто бы нет. Кто писал? Гоголь? Итак, кто будет отвечать? Ответит Анастасия Шутова. Прошу, Анастасия. Мне кажется, что мы не придумали, но пусть будет слово «авось» и «о Гоголя». Ваш ответ понятен. А есть версии в зале? У Муна есть завиральная теория опять. Михаил, можно, что-то вы сегодня длинны в выражениях. У вас Да. какая версия? Ужо и, соответственно, медный всадник. Все? Можно? Все. Да, господин У Петра Куташев. Акулова есть отличная версия, что что-то может быть на носу можно зарубить, остаться можно с носом, нос можно забрать. Так что Госпожа Шутова, вы в первую минуту, многие из вас говорили про Гоголя, но на второй минуте вы к этому не вернулись. Дарина Сигуль сказала сначала, может, Пушкин или Гоголь, вы вообще не разобрали эту часть. Если Гоголь, то что? Если Пушкин, то что? Мы вешаем его в унынии, задираем от успеха, зарубаем на нем. Речь шла о слове «нос». А лекция Владимира Набокова была посвящена Николаю Васильевичу Гоголю. 4-2. $100 000 от Альфа-банка получит Игорь Крючков из города Аликанте. Госпожа Сигуль, ну, не вешайте нос от того, что телезритель оставил вас с носом, а у нас на носу 7-й раунд. Госпожа Сигуль, обе тройки проводят сегодня 4-ю игру в экспериментальной серии, а ваша тройка 3-ю игру за 2 недели. Вы чувствуете, что это тяжело? Да. Ну, это и здорово, конечно. Но сегодня наступит перерыв. Для вас уж точно. Дарина, это для вас 3-й финал. Первые 2 поражения тяжело дались вам? Мне кажется, если нравится играть, финал мало отличается от обычной игры. Блиц. Давайте. Спасибо. 3 вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждый. В экспериментальной серии Блиц играет только главная тройка. Приглашенная может передохнуть. Итак, 3 вопроса для главной тройки знатоков. Чтобы заработать очко, вам нужно попробовать ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Играет Инна Мелкова из Пскова. Инна попросила показать вам фотографию 1915 года. На ней запечатлены актрисы Мариинского театра, занятые в одном спектакле. Инна интересуется, как зовут ту, что на переднем плане в центре, и что вы можете сказать о тех, кто стоит справа и слева от нее. Сказка о царе Салтане там какая-нибудь не может быть? Что мы можем сказать о тех, кто справа и слева? Вот у нас Ников название, определение еще какое-то. Все они в нарядных кокошниках, это попроще, как будто бы. И она маленькая. Она старше, как будто 3 сестры. Как зовут? Нет. И что сказать? Вторые 2, эти 2 красивые, допустим, это какая-то другая. Не Смеяна. Итак, госпожа Сигуль, кто отвечает? Павел Журавлев попробует. Итак, Павел, давайте начнем издалека. Это какой спектакль? В Мариинском театре. Очень издалека. Костюмированный. Да и не в этом смысле. Произведение какое? Пусть сказка о царе Салтане. Сказка о царе Салтане. Как зовут героиню? То, что на переднем плане, и что вы можете сказать о тех, кто стоит слева и справа от нее? Павел, у вас что-то нервное. Да, у меня что-то нервное. Предположу, что это просто 3 девицы из сказки о царе Салтане. Так, и что вы можете сказать о них? Ну, видимо, первая одна, вторая другая сестрица, а это 3-я.
Да, ну, нервы. Внимание, правильный ответ. Эти актрисы были заняты в опере Мариинского театра «Сказка о царе Салтане». Та, что сидит и постарше, ее зовут Бабариха. А что можете сказать о тех, что с краю? Ткачиха и повариха. Госпожа Сигуль. Да. Но обидно. Ну, немного есть, да. Да. 5-2 в пользу телезрителей. Отыгрывается. Так, легендарный камбэк. Уважаемые телезрители, счет уже угрожающий, поэтому я хочу напомнить, что Андрей Тимонов по окончании игры вручит лучшему знатоку «Хрустальный атом» — традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Андрей, сейчас ситуация очень напряженная, причем обидное поражение в этом раунде, даже спектакль назвали, но с героинями не разобрались. Там помощь клуба, там Друзь что-то экономил, потом Михаил Мун не там влез. Минуту на обсуждение дополнительную взяли не там. Что такое? Это нервы, на ваш взгляд? Конечно, нервы, и господа академики правильно говорят. Конечно, есть новая сборка будущей, возможно, команды, и есть определенная усталость, и определенная несыгранность. Понятно, все лежит на поверхности. Ну что? Сегодня определится судьба главного приза мини-сериала Дарины Сибуль. «Хрустальная сова» будет вручена лучшему игроку победившей команды. Ведь если победят знатоки, они станут командой. А если сегодня победу отпразднует команда телезрителей, автор лучшего вопроса получит еще и карту Альфа-банка на сумму 500 тысяч рублей. 8-й раунд. Уважаемые телезрители, в мини-сериалах финальные игры могут проходить даже чаще, чем обычно. Поэтому следует вам поактивнее присылать вопросы. Адреса перед вами. Господин Гиязов, вообще у меня складывается ощущение, что звание академика — это такой некий уход на заслуженный отдых. Телезрители становятся не такими активными, как до того. Как вам кажется? Не знаю, в каком вы смысле. Если в части отправки вопросов, то... то, может быть, это неплохо, во-первых, отправлять простые вопросы, но как-то уже не солидные академикам. А с другой стороны, с учетом того, что вы так повысили критерии попадания в академиков, может быть, надо дать уже новичкам возможность отправлять вопросы. Ну, возможно. Нижний Тагил. Против вас играет инженер Ирина Крицкая, город Нижний Тагил. Господин Журавлев, да, господин вы наверняка бывали в разных местах, да? Много приходилось. Господин Мосягин, и вы тоже, да? Да. Но вы все наверняка бывали в том месте, о котором писатель Евгений Осетров сказал так. «Царство вечно хорошей погоды». Что же это за царство такое? Типа метрополитен? Под землей всегда хорошо. Такие есть смешно. Ну, неплохо. Там нет дождя. Нет дождя, ни снега, ничего. Хорошо. Есть хорошая погода, что люди всегда счастливы. Такой Теплица какая-то. Может быть, гидромедцентр, они всегда говорят, что она хорошая. Смотрите, музеи какие-то, музеи все время... Все ходят в музей. В любом здании хорошая погода будет. Ну, практически. Мы все там не были. Какая плохая погода? Дождь, холод, ветер. Вот где нету ни дождя, ни холода, ни ветра. Да. Да? Мы наверняка бывали. А если это, типа, вообще там
абстрактное музей, что-то. там Нет, карты ребят, географические, где если нету не в погоды. помещении что-то, например, на вершине горы над облаками, там не бывает дождя. Детский сад Ну, какой-то. что-то такое. Холодно бывает, это не очень хорошо. Где солнышко может светить. Детский сад, школа. Где-то, где на стенах нарисована красивая погода, появление. Можно ли сказать, что это безусловно хорошо? То есть, Ну, там, не да, знаю, для музей всех. Ивазовского, море у Мне него тоже всегда, нравится. например. Давай. Да. Давайте ответим. Ответит Артемий Анцуп. Артемий, прошу вас. Ну, нам кажется, Вы что... понимаете, как вам сейчас ответственно. Спасибо, что напомнили, господин ведущий. Нам кажется, что это царство хорошей погоды, где мы все бывали, это метрополитен. Метро, 5-3. Артемий Анцупов со своей блестящей догадкой сокращает разрыв в счете. 9-й раунд. Артемий, ну давайте помогайте партнерам. Я стараюсь, как могу, изо всех сил. Старайтесь, старайтесь. Уважаемые телезрители, я вам напомню, что в финальных играх мини-сериалов знатоки не могут брать помощь магистров. Так что поэтому сегодня магистры у нас такие расслабленные. Помощь клуба экономят до лучших времен. Мытищи. Против вас играет преподаватель Наталья Сухорукова, город Мытищи, Московская область. Госпожа Шутова, Наталья, как раз это второй вопрос, не выпавший на финале года. Посмотрим. Внимание, Ханка. Ханка – это личные именные печати, которые в Японии принято использовать вместо подписи. Господин Гиязов, печати подлинные на каждой фамилии. Кстати, вопрос Натальи не выпадал не только в 2025, но и в 2024 году. И вот только сейчас настал его час. Внимание! Президент японской компании. Уважаемые знатоки, представьте, что наш распорядитель Александр – президент некой японской компании по фамилии Акунага. Красная печать для него. Вы, госпожа Сибуль, вице-президент этой компании по фамилии Итакура. Синяя печать ваша. Забирайте. А эта печать зеленая, господин Мосягин, ваша. Вы Ито, начальник транспортного цеха. Всем вам нужно подписать документ о работе компании в период отпусков. Господин Акунага, прошу, поставьте вашу подпись. Госпожа Сибуль и господин Мосягин. Подождите, Дарина, ставить не надо ничего. Слушайте вопрос. Госпожа Сибуль и господин Мосягин, почувствуйте себя в роли госпожи Итакуры и господина Ито и через минуту подпишите этот документ, не забывая об одной японской традиции. Ребят, может по вертикали, они пишут по вертикали. То есть ты обозначаешь, что ты в любом случае не можешь Смотрите, поставить... с области для подписи. Да, но это смешно. В смысле, ты не можешь ставить вровень с президентом. Подожди, не подписывай пока. Ну да, ты ниже. И, ребят, традиция писать сверху вниз. А если нужно заметить, Ну, например. поставить синий по красный, например. Дальше. Да, ты подписываешься. В папке есть запасные листочки, если вам нужно, берите. Хорошо. Как это вообще ставится? Есть Это традиция работает? по кругу подписываться, чтобы не было понятно. Ну да. Человека, Ну, три человека. понятно,
втроем старше, да? Смотри, традиция, вежливость, там, как бы какие-то допустим, поклоны, знаешь, старшего, да. Иерархия. Да, Ну, это вот вниз как раз. Это график отпусков, это важно. Может быть, все трое должны в одно место? Ну вот чтобы Чтобы они пересеклись. Ребята, могу поставить палец, что это может только президент Почему пользоваться. нет? Почему нет? В правильном порядке? Да, это понятно, я поняла. Ну, наверное, по старшинству, неважно, кто дама, кто Они мужчина. разные? Ну, они именные должны быть. То есть дальше... Итак, может быть, вы не поняли, но там клеточки специальные стоят для того, куда ставить печать. Итак, вы будете отвечать. Счет 5-3. У вас есть возможность обратиться к Алексею Гиясову с просьбой дать вам минуту в кредит, если вы хотите. Пожалуйста. Давайте, обращайтесь. Мы хотели бы попросить минуту в кредит. Хорошо, я не слезно, но, безусловно, предоставляю. Итак, может быть, вы что-то не поняли. В документе уже есть. Покажите, пожалуйста. Чистый возьми, покажите. Александра, поставьте еще раз печать в чистом. Там есть клеточки для вас. Видите? Александр поставил, а нужно заполнить 2 клеточки. Итак, повторяю вопрос. Представьте, что наш распорядитель Александр президент некой японской компании. Госпожа Сибуль, вы вице-президент по фамилии Итакура. А Александр Мосягин Ито, начальник транспортного цеха. Всем вам нужно подписать документ о работе компании в период отпусков. Александр, господин Акунага, свою подпись поставил, а вам нужно почувствовать себя в роли госпожи Итакуры и господина Ито, то есть вице-президента и начальника цеха, и через минуту подписать документ, не забывая об одной японской традиции. Слушайте, они могут Слушайте, а может быть по возрасту, может быть я должен ставить в начале, потому что я младше по возрасту, но я старше по годам. Да, и вот, соответственно... Мы-то не знаем, что ты старше по годам. Потому что у них мы фамилии это назвали, это важно по алфавиту условно. Алфавит там, наверное... Ребят, могут, чтобы не было, что вот один из них еще выше, ниже, вот он подписался самый высокий, они вот Ребят, смотрите, то есть кажется, что тривиальный ответ должен следующим быть вице-президент. Нам надо придумать, почему следующий должен быть не вице-президент. Иначе будет тривиальный ответ. А пол, опять же? Смотри, женщина. Вроде бы нет. Альтернатива, где они, правда, одновременно ставят. Что они равны каким-то образом. Что он нет, они иерархизированные общества. Это мы с тобой можем сейчас вдвоем типа вместе сделать. Да, вы можете это сделать. Чтобы не было, что один другой как бы, ну... А почему, ну, очевидно, вице-президент там есть традиция равенства мужчин и женщин, ну нет же. Ну как бы тогда они тоже Может, оба должны оставить по подписи. Мне непонятно, если он сильно старше, почему по возрасту... Зачем там? Ну, если это действительно рабочий документ. Итак, кто отвечает? Ответит Александр Мосягин. Но вам нужно одновременно отвечать. Ставьте печать. А теперь Александр Мосягин объяснит ваше решение. Мы, значит, господин ведущий, нам надо вспомнить о какой-то японской традиции, и в Японии... Александр, не волнуйтесь, говорите. Давайте предположим, что в Японии, предположим, силен корпоративный дух, и поэтому мы попытались это поставить одновременно. А теперь, внимание, правильный ответ. Уважаемые знатоки, мне кажется, что за 1 минуту вы вспомнили мало японских традиций. Более того, нужную традицию Анастасия Шутова в первой минуте вспоминала. Какую вы назвали традицию? Может быть, кланяться? Может быть. В некоторых компаниях, где чтут традиции, есть такая практика. Посмотрите на экран. Президент компании ставит печать вертикально, сотрудники
рангом ниже под наклоном. Причем, господин Мосягин, чем ниже статус, тем больше наклон. У японцев кланяются даже печати. Ну, вопросы с финала года тяжело. Хотя на один вы ответили и довольно легко на мыльные пузыри, а этот вам не дался. Господин Гиязов, вот такой был вопрос 2 раза в финале года. И вот как сыграл. 6-3. 6-3 в пользу телезрителей. Знатоки терпят поражение. Дарине Сибуль вновь не удалось одержать победу в финальной игре. Дарина, к сожалению, финальные игры вам не даются. Вот имена телезрителей-победителей. Тигран по 100 тысяч рублей заработали. Тигран Бабаян из Еревана, вопрос об Антарктиде. Татьяна Медведева из Саратова, вопрос о ныряльщиках. Лали Алибалаева, поселок Билиджи, вопрос о братьях. Игорь Крючков из Аликанте, вопрос о Гоголе. Инна Мелкова из Пскова, вопрос о спектакле Мариинского театра. И, наконец, Наталья Сухорукова из Мытищ, вопрос о печати. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Есть один знаток, который сегодня бросался бесстрашно на самый сложный вопрос. Это Александр Мосягин. Александр Мосягин, поздравляю, «Хрустальный атом» ваш. А сейчас внимание. Сейчас будет определен лучший игрок финальной игры. Сначала Алексей Гиязов назовет нам лучший вопрос. Прошу вас, Алексей. У нас вот с господами академиками... Нет, у вас должно быть свое мнение, а у академиков свое. Безусловно. Но мы, так сказать, рядом стоим, советуемся. 3 раза меняли свое мнение. Я уж не знаю их финального мнения, но мне кажется, что лучшим вопросом, на самом деле кандидатом на бриллиантовую сову будет вопрос Натальи. Сегодня «Хрустальная сова» разыгрывается. Ну да, пока, к сожалению. Это будет вопрос о печатях Натальи Сухоруковой из города Мытищ. Напоминаю регламент. Если кандидатуру, предложенную господином Гиязовым, члены Академии поддержат, то решение будет принято. Если нет, то придется вмешиваться мне. Господин Володин, какой вопрос был сегодня лучшим? Господин ведущий, вы знаете, когда вот сыграл последний вопрос, мне сразу вспомнилась история с Юлией Сусликовой, когда ее вопрос также не сыграл в 2 финалах года, и на 3-й год в осенней серии выиграл, и получил «Хрустальную сову». Вот. Я считаю, что на финале года не было, скажем так, плохих вопросов и случайных людей, поэтому Наталья Сухорукова не бриллиантовую, но «Хрустальную сову» сегодня должна получить, тем более, что вопрос действительно замечательный. Не давите на Дениса Мухамедова. Денис, прошу вас. Да, во-первых, это невозможно, господин ведущий. А во-вторых, Наталья Сухорукова. Наталья Сухорукова. Внимание! Внимание! Лучшим игроком сегодня признана Наталья Сухорукова. Награда ждет вас. Наталья Сухорукова из Мытищ получит «Хрустальную сову», а также карту Альфа-банка на сумму 500 тысяч рублей. Итак, поздравляем Наталью. Госпожа Сибуль, все-таки скажите, что у вас сегодня не получилось, на ваш взгляд? Ну, 6 вопросов примерно. Мне кажется, но без юмора. Мне кажется, мы устали очень, это тоже сказывается. И волнение финала, все-таки, ладно, это не ощущается как обычная игра. Волнение игры на финале тоже имеет какое-то действие. Госпожа Шутова, вам как кажется, чего вам не хватило? Вы так здорово провели предыдущую игру. Тяжело 2 раза в одну реку войти? Нет, я думаю, что как раз это магия финала, когда финал серии, финал года кажется такой сложной вершиной, на которую страшно забираться.